Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы и скорпионши, мои дорогие, здравствуйте. Таро-прогноз, гороскоп, сентябрь 2023 года, события сентября. Давайте узнаем, что нам расскажут карты. У нас сегодня две колоды Таро 78 дверей, и мы их откроем попозже. Достанем карты и узнаем, какие же двери будут открыты. А на Таро иллюминатов мы достанем первую карту. И пусть они нам расскажут карты, что будет важным в течение месяца. Основное событие или оценка ситуации. А может быть, какое-то важное событие в вашей жизни, мои дорогие скорпионы. Чем нам придется, может быть, заниматься? Или что будет занимать больше нашего внимания? Конечно, будем реалистами, но вы люди интуитивные. И если призовем подсказки собственного шестого чувства, я думаю, какой-то инсайт получим. Ну, или приятно проведем с вами время. Итак, важное событие или оценка ситуации. Неожиданное событие или сами по себе возможные неожиданности. Что меня будет радовать? Что помогать или радостное событие? По основным сферам жизни достанем три карты: дела, работа, бизнес. Что будет по финансам, как видят карты, месяц, сентябрь. И в личной жизни, что на пороге. Восьмерка пентаклей, работай, у тебя все получится. Видимо, работы будет достаточно, и результат вас порадует. Видимо, и с деньгами уже как бы нам предвосхищает эта карта, говоря, что в сфере дела, работа, бизнес, деньги, здесь у тебя все идет стабильно, нет каких-то перемен, но сама по себе карта подразумевает прогресс. Нам показан специалист, профи, который кует буквально пентакли, и подразумевается, что мы идем вперед. Но кует этот специалист, профи, как раз больше пентаклей, и для кого-то из вас это может означать повышение в должности. Или если у вас бизнес, значит, как-то в гору пойдет. Может быть, будет больше клиентов, будет больше денег, это точно. Или мы будем просто больше заняты, может быть, именно какой-то самореализацией. У кого-то ведь может проиграться ремесло или хобби, но значит тогда с подтекстом, что мы можем получить какой-то доход. А может быть, вы будете менять работу, и тогда эта карта тоже будет означать о том, что будет прогресс даже на новом месте работы. Тут как ни возьми вот эту сферу, все со знаком плюс. Может быть, действительно будут какие-то изменения на работе, когда для вас сложится какая-то благоприятная обстановка для того, чтобы и денег больше заработать, или должность свою поменять. Какой-то все равно прогресс подразумевается. Неожиданное событие. А здесь у нас про любовь. Двойка кубков, карта любви. Но и не только про любовь, хотя если мы говорим об отношениях в паре, то как раз нам карта об искренних отношениях говорит. И кадуцей, который расположен вверху справа, о небесном благословлении какого-то союза. Значит, в неожиданностях может быть как какое-то предложение, известие, если вы человек семейный или просто в паре. Может быть, вы о чем-то узнаете из разряда о ваших родственников со стороны, допустим, вашего супруга. Иногда тоже может пройти. Но, в принципе, как, знаете, взаимопонимание, какая-то душевность. Ведь нам показаны двое, которые без слов понимают друг друга. Значит, уже предполагается благоприятный период на сентябрь, особенно для тех, кто в паре. Не могу сказать, что эта карта означает новое знакомство, но и сказать, что этого не произойдет для тех, кто один или одна, тоже не могу. Значит, возможны какие-то неожиданности. Вполне вероятно. Или вы встретите того человека, может быть, которого давно не видели. Или какая-то, словно вселенная, вам подыграет каким-то удобным шансом, случаем. Может быть, если были какие-то, неопределенности в ваших отношениях, договориться или возможность понять друг друга. Всячески благоприятная карта, а также она говорит, где-то о диалоговой форме, которую мы можем применять в решении иных вопросов, о компромиссе каком-то возможном тоже может быть. Вообще,
Сам по себе сентябрь как будто про вдохновение, про интуицию, безусловно, потому что без слов друг друга понимают, про какой-то наш, может быть, социум или круг общения. Это тоже будет для вас важно. И, может быть, если в позиции неожиданности, то мы узнаем какую-то новость как раз от людей, нам либо близких, либо знакомых. Но предполагается приятные новости, мои дорогие скорпионы. Что нас будет радовать? Нас будет радовать то, что мы все контролируем. Не могу сказать, что это что-то конкретное. По девятке жезлов нам показан воин, который, ну, так себя немножко обособил, огородил визуальным забором из 9 жезлов. Никто не нападает и нет каких-то осложнений, но он как будто наблюдает, и по карте проходит тот момент, что мы не должны чего-то упустить. Мы должны больше быть, ну, где-то настороже. Если в любой момент как будто может измениться обстановка, и значит, я так предполагаю, скорее это проиграется где-то к 8 пентаклей, потому что по 9 жезлов в герметической колоде Таро это карта великой мощи, когда мы наиболее ресурсны. Другой момент, что эти ресурсы мы не распыляем, словно они на дело на какое-то должны быть направлены. Значит, будут у вас какие-то известия, новости, когда придется куй железо, пока горячо. Но до того момента, пока, видимо, мы не знаем четко, в каком ракурсе или в каком направлении приложить собственные усилия, вот силы мы больше скапливаем, как будто более консолидируем, потому что девятка по нумерологии это впереди перемены. Сохраняй где-то самого себя, сохраняй то, что ты на сегодняшний день имеешь, то, что ты уже достиг, и готовься где-то к этим переменам, что нас радует. Значит, где-то сентябрь пройдет для вас неспешным, но и ресурсным в то же время. Не будет какой-то синкопы. По вот всем этим 3 картам нам не говорят про какие-то конкретные неожиданности, которые бы для вас, ну, какую-то патовую ситуацию создали. У нас нет, кстати, здесь старших арканов, по крайней мере, в этих 3 картах. И значит, действительно, любую обстановку вы можете и корректировать, и контролировать. Все где-то в вашей власти. Давайте посмотрим дальше. Дела, работа, бизнес. У кого-то новый проект, у кого-то расширение бизнеса или какие-то новые возможности. Принцесса Пентаклей. Вполне вероятно, есть возможность. И если мы говорим, как раз у нас выше карта 8 Пентаклей. Если есть у вас честолюбивые планы, хотите построить карьеру, то идеальная карта принцесса Пентаклей, потому что показывают нам, как будто солнце уже восходит, да, и это само по себе, ну, как олицетворение прогресса. С другой стороны, мы можем начать какое-то дело даже с нуля, или если мы строим карьеру, вполне получим должность, это для нас будет означать новый заработок, и как будто есть у нас уже опыт. Это вот тот пучок колосьев, который поднимает принцесса. Вообще, в целом, пока, по крайней мере, на 4 карты все где-то идет своим чередом. И есть безусловный баланс, как и по работе, как и по деньгам, как и по каким-то вашим делам. Но сосредоточенному, внимательному как будто быть стоит. Но в целом и по любви это тоже приятный месяц. Что по финансам? Карта Солнца, мои дорогие скорпионы. По финансам действительно вы остаетесь довольны, продуктивный месяц, но это и не только финансы. Посмотрите, в колоде Таро, в любой колоде, 2 карты выбора правильного направления. Карта Солнца нам о периоде на несколько дней, есть еще звезда, она говорит десятилетие. Это какой-то наш бизнес-план или тезис-план, более грандиозный, максимум. Так вот, до конца года, как будто с учетом этой недели, у нас есть возможность для себя что-то решить в рабочих процессах или в бизнесе, или в деньгах. С чем-то мы тут можем определиться, ну, так более основательно. Все же Солнце – это не на одну неделю, а что-то, может быть, мы должны для себя сделать с учетом на какой-то последующий период. Или учесть, наверное, какую-то вашу мечту или то, что вы хотели осуществить. Как будто к этому есть и предпосылки, и словно Вселенная вам помогает. Ведь карта Солнца говорит, безусловно, не только о деньгах. Если мы
спрашиваем, да, каково финансовое состояние, и позиция карты такова. Все же эта карта всеобъемлющая, и она у нас выпадает еще как раз над позицией, под позицией, точнее, двойка кубков. Есть баланс по всем сферам жизни. Для вас сентябрь может быть очень продуктивным месяцем, когда будет и вдохновение, когда будет и благополучие, когда финансы будут радовать, когда и в личной жизни есть любовь, есть взаимопонимание. Может быть, эта карта и говорит о том, что мы сумеем даже с людьми сложными договориться, не только в вопросах любви или личной жизни, и такое тоже возможно. Мы останемся сентябрем в принципе довольны, и у нас выпадает под позиции неожиданности. Какие-то приятности придут на ваш порог, это точно. Давайте мы посмотрим. Ну да, с деньгами у нас как будто порядок. Но иногда туз пентаклей может означать какую-то новость, как письмо или получение, может быть, сообщения, может быть, это через звонок к нам приходит. Иногда проигрывается то значение, оно нигде не прописано, но, насколько я знаю, бывает такое, что туз пентаклей может означать какую-то новость, после которой мы как будто что-то можем либо пересмотреть, либо нам, может быть, придется куда-то отправиться, либо с учетом девятки жезлов нам придется как-то свою собственную тактику скорректировать или изменить планы. Но в большинстве случаев, безусловно, эта карта говорит о деньгах. Тем более у вас на финансы выпадает солнце, да и цель месяца как бы, да, или главное событие, или то, что будет для меня важно. Работа, дела, бизнес, согласование, какие-то получение документов здесь тоже пройдет благополучно. Что бы вы тут не наметили, скорпионы, для вас как раз месяц может быть очень, как и продуктивным сам по себе сентябрь, так еще и с перспективой на октябрь, ноябрь, на последующие месяцы. Давайте мы узнаем, какие же двери будут открыты. По мнению карт, 78 дверей. В этой колоде ключевое значение сама по себе дверь и замок или ключ. Открыта дверь, закрыта. Или нам нужно подбирать эти ключи. Каким образом открыть? Итак, какие двери будут открыты? А вот от вас зависит, смотрите, семерка жезлов. Значит, будут те возможности, когда вы можете оказаться словно, ну, в таком состоянии раздумья, как минимум. Ведь непонятно, посмотрите, по этой карте. Человек либо закрывает камнем вот этот грот, вход в грот, в пещеру, либо он, наоборот, его открывает. Значит, у вас будут в течение месяца разные события, когда что-то вам нужно будет, ну, как будто приложить усилия к тому, чтобы у вас получилось. Или эти двери вы сами открыли. Все от ваших усилий будет зависеть. Но будут, видимо, еще и те ситуации, когда от чего-то вам нужно словно уйти. Ведь по семерке жезлов часто проигрывается как спор, соревнование, или когда нам пытаются что-то доказать, или мы можем оказаться в этой ситуации, когда кто-то провоцирует конфликт, и мы как будто должны его закрыть, мы его не должны где-то разжигать. Мы больше по этой карте мы отступим полшага назад. Что-то, может быть, мы не должны рассказать, или какую-то тайну свою личную, может быть, следует хранить особенно тщательно, и иногда это тоже проигрывается. Но где-то в целом не ввязываться или не ввязаться. Вот если есть какой-то конфликт, определенно для нас это будет даже важно. И, видимо, в течение месяца вы сами словно, не то что есть какие-то события, на которых вы не влияете. Нет, каковы бы не были сюрпризы судьбы, вы сами воздействовать на ситуацию можете. Посмотрите, у вас из старших арканов выпал только один – Солнце. Все в вашей власти. Открыть этот грот или закрыть. И, видимо, пойдем по ситуации. Давайте узнаем, что я смогу осуществить. Карта Луна. Придется быть манипуляторами великими, мои дорогие скорпионы. По Луне, безусловно, 1000 каких-то неопределенностей. И в колоде Таро 78 дверей. Если мы сказали ключевое значение дверь, вот она дверь. И страж двери никто иной, как хамелеон.
И посмотрите, нам показана дверь или как будто здание, в котором эта дверь находится, она под наклоном. Мы все знаем, когда под наклоном тяжеловато открыть как будто двери, более тяжелее, чем когда это в нормальном состоянии, да, то есть без усилий, как будто нам по карте говорят, у тебя что-то не получится. С другой стороны, вроде бы есть аллегория такая по этой карте, как Пизанская башня, да, которая вроде как наклонилась, падает. Кажется, что-то ненадежно. Но мы-то знаем, что она уже столетия стоит и, дай бог, еще столько же простоит. Так вот, как раз то, что для нас может означать что-то, как, знаете, область непонятного или какое-то дело поначалу с учетом карты Солнца может выглядеть да никак. И нужно будет обязательно присмотреться, словно не упустить какую-то возможность. Может быть, нам придется с кем-то договариваться, ведь ключа как бы в этой двери нет. Есть хамелеон, как мы сказали, и это страж дверей. А хамелеон – это мимикрия, он постоянно меняется. И для того, чтобы он открыл нам эти двери или позволил войти, нам придется где-то меняться или быть тем самым хамелеоном, чтобы войти с ним словно в резонанс одних энергий. Видимо, людей будет много, люди будут разные. И если мы сказали, пойдем по ситуации, действительно, мы по ней пойдем. И кто знает, ведь это, возможно, если мы говорим Пизанская башня. Башня, любая башня – это какой-то оплот, цитадель, где мы можем буквально укрыться. Или это место, где мы будем себя чувствовать в безопасности и в надежности. И, видимо, вот такие энергии, как договориться с хамелеоном, манипулировать, по сути дела, нам придется для того, чтобы для нас было более безопасно, для нас было более надежно. Какой-то, может быть, достаточно, увы, сложный период. Не в том плане сложный, как тяжесть какая-то, а сложность в том, что тысячи неопределенностей. И у нас показана девушка, которая прогуливается по берегу, и она как будто в ожидании, она беременна, в ожидании ребенка. То есть что-то еще не родилось. На нас будут, все-таки действительно у вас выпало как и солнце, так и луна, на вас будут влиять, видимо, какие-то, например, события в плане сроков. Что-то нам придется, видимо, подождать, пока прояснится ситуация, либо закончится какое-то событие, либо нам карта говорит, пользуйся интуицией. Интуиция будет работать на 1000% в вашу пользу, и следует себе доверять, потому что, может быть, будет та ситуация, когда невозможно объяснить с позиции логики, а может быть и здравого смысла. Но ваше шестое чувство вам как раз будет давать правильные подсказки. А с кем-то приходится и договориться, а кем-то придется и вот так красиво манипулировать. Видимо, это только на месяц, но будет и еще и в последующем ситуация проясняться. И может быть вот эта карта Солнца для кого-то из вас может означать, что я сумею осуществить. Вот как раз и сумеете благодаря какой-то неразберихе для кого-то, мои дорогие скорпионы, как начать новое дело, как заработать денег, как что-то для себя сделать очень хорошо со знаком плюс и на перспективу, благодаря тому, что вы как будто чувствуете, а другие этого не видят. Вот за счет какой-то вашей уникальности, ваших каких-то способностей, ну и, понятно, интуиции. Перекладывайте на себя, мои дорогие скорпионы, и будьте счастливы и любимы всегда.